Здравствуйте! Сегодня я буду готовить торт «Птичье молоко». Приготовление этого торта состоит из нескольких этапов. Сейчас я заливаю 50 грамм желатина, 150 миллилитров теплой воды и хорошо перемешаю. И отставляем в сторону. Здесь у меня 4 желтка, 250 грамм сахара и 4 белка. Белки я сейчас сброшу щепотку соли и поставлю в холодное место, в холодильник. Сейчас я сюда высыпаю полстакана сахара. Сейчас я буду взбивать 4 белка. Сюда я бросила щепотку соли. Буду сначала взбивать на маленьких оборотах, а потом на больших. Теперь введу остальной сахар. Буду взбивать до крепкой пены. В белки ввожу взбитые с сахаром желтки. Теперь буду хорошо перемешивать снизу вверх, для того, чтобы была однородная масса. Белки с желтками мы уже смешали. Теперь нужно добавить сюда муку. Вымешиваем аккуратно, чтобы не посадить массу. Вот получилось вот такое вот эластичное красивое тесто. Сейчас этот бисквит, массу вернее бисквитную, будем выкладывать в формочку. Мы формочку не смазываем. Можете смазать только низ пергаментной бумаги, а бока не нужно, так как у нас при выпечке бисквит будет цепляться за бортики и выпекаться. Хорошо всю массу мы разравниваем по всей поверхности. И выкладываем в духовку. Духовка у нас разогрета до 180 градусов. Для крема необходимо взять 10 яиц. И вот я разделила 10 желтков и 10 белков. Белки отставлю сейчас в холодильник. Желатин, который замочила. Заваривать будем ложкой муки, пакетик ванилина, 300 грамм масла сливочного, стакан молока и 2 стакана сахара. Желтки необходимо растереть с сахаром. Я беру 1 стакан сахара, немножко размешаю желтки и всыпаю сахар. Также я добавлю пакетик ванилина и буду хорошо растирать. Добавлю сейчас сюда стакан молока и также хорошо размешаю, а затем поставлю на водяную баню. Там у меня уже стоит кастрюлька с кипящей водой. Размешиваю на маленьких оборотах. Да, у меня тут уже кипит. Во время готовки надо размешать хорошо. Необходимо взять столовую ложку муки, развести небольшим количеством молока и хорошо размешать, а затем ввести в эту массу и хорошо помешать снова, для того, чтобы не было комочков. Наша яичная смесь уже проготовилась, погустела. Если у нас бороздка не сходится, значит крем готов. Итак, я отключаю и поставлю остужать. Добавляем в остывший крем до комнатной температуры размягченное сливочное масло, а затем хорошо очень вымешиваем до однородной консистенции. И переходим к взбиванию белков. В белки мы добавляем щепотку соли, для того, чтобы белки легче взбивались. Начинаем взбивать белки на медленной скорости. И когда уже у нас масса начнет немножко загустевать, тогда перейдем на большие обороты. Набухший желатин мы ставим на водяную баню, для того, чтобы он растаял. Взбитые в крепкую пену белки мы перекладываем в другую большую емкость, для того, чтобы можно было соединить с желтками. А пока мы вводим вторую чашку сахара в белки и взбиваем также в крепкую плотную пену. Сейчас я буду вводить в белки. Белки вот у меня уже взбились. Я буду вводить сюда желатин. Ввожу разогретый желатин тонкой струечкой. Хорошо размешаю. Введу в крем молочно-яичный. Буду вводить по частям. Выливаю всю белковую массу. И все мы хорошо перемешиваем для однородности, чтобы перемешались белки с желтками. Итак, у нас получился вот такой вот крем. Теперь я выкладываю нижний корж. Буду заливать крем. Наверх я буду выкладывать и верхний корж. Немножечко придавливаю, для того, чтобы уплотнить. Затем накрою пленочкой пищевой и поставлю в холодильник на 2-3 часа. Итак, мы продолжаем делать торт «Птичье молоко». В данный момент мы будем заваривать шоколадную глазурь. Для этого нам необходимы ингредиенты, которые указаны на экране. Все эти ингредиенты мы будем заваривать на водяной бане. У меня уже стоит кастрюлька с кипящей водой. В стеклянную посуду засыпала какао с сахаром. Затем сюда добавляю постепенно пол-литра молока. Хорошо все перемешиваю, чтобы не было там никаких комочков какао. Когда мы все это размешаем, нам будет необходимо сюда добавить грамм 50 сливочного масла, для того, чтобы придать нашей глазури определенный блеск. Когда глазурь наша уже заварилась, мы отставляем ее в сторону, достаем пирог из холодильника. Для того, чтобы извлечь пирог, необходимо по краям ввести нож и немножко отделить от стенок нашей формы. Вот такой получился красивый пирог. А сейчас я его буду покрывать глазурью. Вот такой получился тортик.
Вкусненький пирог. Мягенький. Крем нежный, легкий. Обязательно попробуйте сделать такой пирог. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите свои комментарии и делитесь ссылкой на видео с друзьями. Надеюсь, вам мой рецепт понравился и вы будете его готовить также для себя.